После того, как вы вырезали все детали, убираем мех в сторону, он нам больше не понадобится. На этом этапе я предлагаю распределить мех по группам, чтобы не запутаться в процессе сборки. Для этого просто собирайте детали вместе с выкройкой. Таким образом, подготовив все детали, распределив их на группы, вы сможете оценить количество деталей и в случае нехватки деталей дорезать детали, которые пропустили. После того, как мы подготовили меховые детали, разложили их на группы, приступаем к сборке внешнего вида пингвина. И сборку мы начнем с мелких деталей, которые нужно соединить между собой, а потом приступим к крупным. Поэтому крупные детали откладываем пока что в сторону. Обращаем свое внимание на более мелкие детали. Для сборки основной части пингвина нам понадобится две нитки в цвет ткани, белая и черная. Однако, если у вас нету какой-нибудь нитки, то лучше берите белую. Если вы будете покупать, лучше берите белую, поскольку белая нитка не будет выбиваться из меха белого цвета, она будет сливаться вместе с ним. На черной стороне ее можно подкрасить маркером. Шить мы будем стежком назад. Если у вас есть швейная машина, то вы можете прошить большие детали на швейной машине. Однако не у каждого есть швейная машина, и я предлагаю вам попробовать способ ручной сборки обратный шаг. Покажу сейчас, как он выглядит. Для этого Для того, чтобы было лучше видно, возьму нитку контрастного цвета. Собственно, вот так. Берем ткань, берем иглу, завязываем на нитке узелок на конце иголки. Вот он узелок. Прокалываем ткань иголкой и выходим на довольно-таки небольшом расстоянии, приблизительно 8-7 миллиметров. Прокалываем. Вот, у нас здесь узелок, здесь выход ткани. Если мы перевернем, там будет полоса. Полоса хода. Теперь берем эту иглу с этой стороны, где у нас нет полосы хода нити, прокалываем где-то посередине расстояние между ниткой и между узелком и выходом нити. Прокалываем посередине. На равном расстоянии от нити прокалываем иголкой ткань. Затягиваем нитку. У нас получается вот так вот. Здесь мы получаем полосу хода нити. Здесь мы получаем две полосы, равные. Теперь прокалываем иглой отверстие, откуда выходила нить. Вот сюда. И прокалываем ткань на расстоянии равном середины. Ну, приблизительно. Вот так. И протягиваем снова. У нас получается здесь довольно-таки ровная строчка. И с обратной стороны тоже довольно-таки ровная строчка. Этот способ не позволит нитке скукоживать ткань, потому что ткань не стягивается, довольно крепко все прошито. Если хорошо затягивать нить, то получается хорошая плотная строчка,
Таким способом очень удобно собирать меховые изделия, поскольку не всегда можно собрать меховое изделие на швейной машине. Да и бывает, что у кого-то нету швейной машины. Поэтому ручной способ прошивания назад иголкой весьма полезный навык. Приступим к сборке основных деталей пингвина. Я начну с глаз. Перед сборкой нужно снять лишний мех. Мы когда вырезали детали из меха, некоторые кусочки меха были отрезаны и прилипли к основным деталям. Поэтому перед сборкой лучше снять лишний мех, который просто налип и не является частью детали. Вшивание области глаза довольно-таки сложное. Нам нужно вшить глаз в мех по кругу. Вот таким вот образом. При этом у нас есть припуски. Берем деталь, находим середину. Это приблизительно вот здесь. Середина детали глаза. Здесь тоже на детали головы находим середину. Вот здесь. Соединяем мехом вовнутрь середины. Закрепляем булавкой временно. Теперь со стороны детали головы нам необходимо соединить деталь вот от этой точки, вот до этой точки. Дальше прошивать не надо, потому что мы соединяем исключительно по контурам, отмеченными основной деталью. Собственно, здесь нам и понадобится способ назад иголкам. Я прошиваю 2 раза. Вы можете прошивать 1 раз, но для большей надежности я все-таки всегда прошиваю 2 раза. Вперед прохожу и потом обратно. Я не знаю, насколько это правильно или неправильно. Я просто считаю, что так будет более крепкая строчка и ничего нигде не разойдется точно. Теперь выворачиваем вот таким вот образом. Нам необходимо зафиксировать вот так вот. Выворачиваем деталь головы и складываем кончики детали головы с краями детали глаза. Вот таким образом. Мех по возможности стараемся прятать вовнутрь, а не наружу. Так вам будет и удобно с ним работать. И не нужно будет его потом выцарапывать очень долго иголочкой из шва. Вот таким образом. Вот таким образом прокладываем край черной детали головы с краем белой детали глаза. И продолжаем собирать таким же способом, назад иголкой.
Прошив одну сторону, убираем булавки временного соединения. Ну и с этой стороны делаем все то же самое. Нам нужно соединить края вот здесь вот с краю. Предлагаю скруглить. Срезаю маленький кончик. Он нам не понадобится, потому что деталь внутри круглая, а припуск, ну, вышел он угловатый. Если мы срежем уголочек, ничего страшного не будет. Складываем так же, как и с другой стороны. Максимально, насколько это возможно, пряча мех вовнутрь. Соединяем края одной детали с другой деталью. Закалываем временно булавками. Прошиваем. Если по какой-то причине у вас стерлась маркировка расстояния основной детали до края припуска, просто помните приблизительно, на каком расстоянии вы делали припуск. Припуск лучше всего делать на расстоянии миллиметров 5, максимум миллиметров 7. Ну, это не обязательно вымерять по линейке, просто приблизительно на таком расстоянии. Почему? Потому что если вы сделаете большой припуск, то вот подобные моменты пришивания глаза вам будут сложны, поскольку ткань не будет выворачиваться сильно из-за того, что в углах ей будет мешать дополнительная ткань. Если вы будете делать надсечки, но это каждому, как говорится, свое, кому-то удобно с надсечками. Мне, например, неудобно с надсечками, потому что в этих моментах ткань бывает расходится в разные стороны. И я предпочитаю просто делать небольшой припуск, прошивать ткань, а потом уже в случае необходимости, если будет топорщиться при выворачивании изделия на лицевую сторону, можно сделать небольшие надсечки, не доходя 2-3 мм до основного шва. Не делайте большие припуски, делайте припуски такие, с которыми вам будет легко работать, и в то же время они не будут очень крупными. Для того, чтобы закончить строчку, вам необходимо несколько раз сделать стежок в обратный ход на одном и том же месте. Потом с другой стороны обхватить таким же стежком нитку и подхватить ее. Убираем булавки. Смотрим, что у нас должно получиться. У нас должно получиться вот такой момент. Белый мех вшит в черный мех. Сейчас он топорщится, но после того, как вы соберете голову и набьете ее синтепоном, то топорщиться он перестанет.
Это глаз. Вот такой элемент. Глаз вшит в основную деталь головы. Таким же образом собираем вторую деталь. Находим середину. На этой детали тоже находим середину. Соединяем обе середины. Прошиваем. Прошиваем по маркировочной линии со стороны черной детали головы. После прошивания посередине расправляем край и прикладываем детали друг с другом, пряча мех вовнутрь. На обратной стороне тоже расправляем боковую сторону, соединяя с деталью глаза временно булавками. Прячем мех вовнутрь. Прошиваем по маркировочной линии. Либо если маркировочная линия стерлась по той или иной причине, пришиваем на расстояние припуска, который вы отмечали на этапе вырезания деталей.
При сборке деталей из меха я советую отрезать нитки не очень длинные, поскольку иначе они будут запутываться в узелки и мешать вам нормально работать. Лучше отрезайте не очень длинные нитки. Проще поменять нитку несколько раз, нежели чем отрезать, развязывать, и все равно вам придется ее менять в процессе работы. Поэтому небольшими отрезами ниток будет легче и удобнее работать. Вот мы собрали вторую часть головы. Теперь нам необходимо собрать две детали головы вместе. Для этого складываем детали головы, убираем мех вовнутрь, насколько это возможно. Заодно, если будут появляться мех, который отваливается, такие краюшки меха, то убираем его, чтобы не мешал в процессе сборки. Закалываем булавками. Фиксируем нижнюю часть друг с другом и верхнюю часть друг с другом, для того, чтобы выкройка не смещалась. Растягиваем ткань и выравниваем между собой. Теперь закалываем булавками. Если вы не зафиксируете нижние и верхние края детали и начнете просто закалывать булавками, есть риск того, что в каком-нибудь направлении у вас сместится деталь, и они будут не одинаковые. Но мы вырезали детали одинаковыми, поэтому они должны совпадать друг с другом. Вот таким образом закололи. Теперь нам необходимо прошить от низа до верха по маркировочной линии. В принципе, можно прошивать от верха до низа, это не имеет никакого значения. С учетом того, что мы прошиваем сейчас только черный мех, я предлагаю взять черную нитку, если у вас есть такая в наличии. Если нет ее в наличии, ничего страшного. Берите белую нитку, потом просто закрасите ее маркером с лицевой стороны, и она станет черной. Ну а поскольку у меня есть черная нитка, я беру черную нитку, заправляю иглу, завязываю узел и, собственно, начинаю прошивать детали. Прошиваем все тем же стежком шаг назад и затягиваю, и в процессе того, как вы прошиваете, не забывайте затягивать нитку. Каждый стежок затягивается сам по себе
и не нужно будет его подтягивать впоследствии. Просто его надо подтягивать, чтобы он был крепким и хорошо натянутым. В процессе шитья не забывайте затягивать нитку на стежках, чтобы они не были рыхлыми и вялыми. Стежок должен быть хорошо натянут, и тогда с обратной стороны не будет выбиваться нитка. Вот мы собрали лицевую деталь головы пингвина. Здесь располагаются его глаза, в дальнейшем будет находиться клюв. Затылочные детали головы по основному шву будут соединяться позже. Мы будем собирать затылочную часть головы пингвина. Выворачиваем затылочную часть так, чтобы мех смотрел вовнутрь. Находим, это у нас, где у нас линия бока, где у нас линия середины. И линию середины не дошиваем до конца. Мы прошиваем буквально 3 сантиметра от края детали до низа. Это необходимо для того, чтобы голова у нас была не полностью зашита, и в то же время мы смогли соединить обе детали, не деформируя выкройки. Прошиваем вот здесь вот небольшой участок затылочной детали головы. Нам нельзя закрывать полностью голову пингвина, потому что нам предстоит еще прикреплять брови пингвина. Поэтому, чтобы нам было удобнее с ними работать, мы зашиваем затылочную часть не полностью, а только фрагмент для того, чтобы было проще собрать голову воедино. Теперь мы получаем вот такой вот фрагмент. Затылочная часть здесь не закрыта до конца, боковая открыта полностью. Берем деталь переда головы и деталь затылочную зада головы, соединяем швами середины друг с другом, временно фиксируем булавками. Соединяем края деталей друг с другом. Стараемся, чтобы мех был внутри. Фиксируем булавками. С обратной стороны тоже. Соединяем детали низа друг с другом. В первую очередь соединяем середину и детали низа. Потом только соединяем боковые линии.
соединяем боковые друг с другом. Хорошо расправляйте детали перед соединением. Они должны совпасть. Если по какой-то причине они немного не совпадают, подтяните детали, чтобы они немного растянулись и совпали. Здесь мы видим, что деталь глаза больше, чем деталь головы. Мы просто берем и отрезаем лишнюю мех от детали глаза. Отрезали. Получаем вот так вот. Детали совпадают. То, что появился лишний мех от детали глаза, но это вполне естественно. Мы делали выкройку с припуском. И плюс во время пришивания какие-то детали могли усесть, подтянуться или еще что-нибудь в этом духе. И не страшно, если детали не совпадают идентично по той или иной причине, потому что каждый материал ведет себя по-разному. Следите, чтобы просто детали совпадали по большей части, ну, типа, чтобы они совпадали, там, не знаю, в 90%. 90% совпадания уже очень хорошо. 10% допустимо, ну, того, что можно, вот как здесь, например, тоже. Мы просто подрезаем эти моменты, где ткань выходит, и все. Но следите так, чтобы большая часть совпадала. Получаем вот такой вот сборные детали головы и детали затылочные. Теперь берем нитку с иголкой и прошиваем. Для тех, кто шьет черной ниткой и черные детали, поскольку здесь очень маленькое расстояние детали из белого меха, то можно прошить ее полностью черной ниткой, и она не будет выбиваться сильно на белом мехе. Но если мы будем прошивать детали, и там будет равномерно и белого меха, и черного меха, то я предлагаю вам все-таки взять белую нитку. Потому что белая нитка будет скрываться в белом мехе, а черная нитка, наоборот, будет выходить на фоне белого цвета меха. Прошиваем, начиная с края деталей, затягивая каждый стежок.
После того, как прошили, убираем временное соединение булавками. Следите за тем, чтобы булавки вынимали все. Они могут спрятаться в мехе, но будьте внимательны и вынимайте все булавки. Потому что если вы вывернете изделие, но останется внутри булавка, то потом ее будет довольно-таки трудно оттуда достать. Вот такая голова у нас получается на этом этапе. Мы закончили собирать голову. Вот что у нас получилось. Откладываем ее в сторону и продолжаем нашу сборку. Следующим мы будем собирать нижнюю часть тела. Это жопку и хвостик, собственно, нашего пингвина. Так, находим расположение деталей. На нижней части детали у нас есть маркировка в виде палочек. Собственно, нам необходимо соединить детали правильным образом. Нам необходимо соединить детали правильным образом. Для этого сначала соединяем по серединному шву черные детали, потом соединяем также по серединному шву белые детали и соединяем черные детали и белые детали вместе. Фиксируем булавками края деталей, нижний край, верхний край. Заправляем мех вовнутрь, фиксируем края булавками дополнительно. Если детали длинные, лучше фиксировать булавками на расстоянии приблизительно сантиметра. Если будете фиксировать на большем расстоянии, будет не очень удобно собирать. Заправляем иголку ниткой в цвет меха. Если нитка скручивается, просто вначале проведите несколько раз по нитке вниз, чтобы снять напряжение с нити, и она больше не будет скручиваться. Прошиваем детали. Убираем временные соединительные булавки. Откладываем пока что черную деталь, которую мы собрали, в сторону. И собираем белую деталь. Все то же самое, что и с черной. Соединяем края, середины, снизу и сверху. Прячем мех вовнутрь.
и фиксируем дополнительно. Берем нитку в цвет и прошиваем с одной стороны в другую. Убираем булавки. Теперь нам необходимо соединить маркировочные полосы друг с другом двух деталей и посмотреть, чтобы они совпадали. И они совпадают. Вот таким образом. Все то же самое, что и на сборке головы. Мы соединяем середину, там, где делали шов только что. И соединяем края. Маркировочные полосы необходимы для того, чтобы не потерять, где находятся детали и где находятся места их соединения. Потому что в таком большом количестве деталей легко запутаться. Поэтому для облегчения процесса сборки на выкройке имеются маркировки. Вот таким образом соединяем, фиксируем булавками временно и прошиваем. Эта деталь состоит из черного и белого меха. Белого меха столько же, сколько и черного меха. Поэтому в этом моменте мы будем прошивать белой ниткой, для того, чтобы на белом мехе не выскакивало черной нитки. Не забывайте натягивать нитку в процессе прошивания, чтобы нитка не выглядела дряхлой и вытянутой, а была ровненькая и натянутая, и строчка у вас была крепкая и прочная. Поэтому обязательно не забываем натягивать нитку. Сильно натягивать ее не надо, чтобы она порвалась. Просто натягивайте до той степени, пока вы не почувствуете, что она дальше не тянется.
Убираем соединительные булавки. Вот что у нас получилось. Нижняя часть туловища пингвина белого цвета и нижняя часть хвостика пингвина черного цвета. И на шве мы видим, что нету у нас нитки, не выбиваются белые, а если выбиваются, то они прячутся в белом мехе. На черном мехе мы не видим белых ниток. Также на черном мехе мы не видим черных ниток, ну и здесь аналогично белых. Мех скрывает нитки, если они вдруг будут выбиваться. Но лучше прошивать нитками в цвет. Черный мех черными нитками, белый мех белыми нитками. Не уследили случайно, откладываем деталь в сторону. Не уследили случайно и не дотянули нитку, и она начнет выбиваться. И если она будет другого цвета, то она будет сильнее заметна на меховом изделии и на каком-либо другом. Поэтому лучше все-таки каждый раз подбирать нитки в цвет изделия, которое вы делаете. Так, теперь собираем хвост, верхнюю часть хвоста пингвина. Снимаем лишний мех, который тем или иным образом у нас здесь остался после вырезания. Снимаем, чтобы он нам не мешал. Находим середину изделия и собираем изделие в середину. Прошиваем середину. Складываем вместе. Фиксируем булавками края. Подтягиваем изделия друг к другу, если это необходимо. Прошиваем назад иголкой. Убираем временную фиксацию булавками. Теперь берем основную большую деталь черного цвета. Вот она у нас. По стороне спинки соединяем деталь, фиксируем булавками, соединяем ее как затылочную часть головы, не до конца. Мы ее зафиксируем булавками полностью, типа вверх и низ, чтобы деталь не искажалась. Но в то же время нам нужно прошить только часть задней части детали, где-то сантиметров, ну, допустим, 5. После того, как мы зафиксировали булавками, растягиваем обе детали, чтобы они сошлись друг с другом, и фиксируем обе детали на всем протяжении, чтобы не было искажений.
мы вот так вот зафиксировали, но прошивать мы будем вот до сюда. Типа мы будем прошивать с края детали сантиметров 5 вверх задней детали по нижней части. Берем черную нитку. Берем черную нитку и прошиваем. Не забываем, что нам надо прошить только фрагмент детали. А это 5 сантиметров с нижней части середины задней детали. Потому что нам необходимо прикрепить нижнюю часть хвоста. Прошиваем. Убираем временное соединение. Получаем вот это. Нижняя часть спины у нас соединена. Верхняя часть спины у нас не соединена. Нам не надо закрывать верхнюю часть спины, мы будем ее закрывать в конце. Работаем с меховыми деталями. В противном случае нам будет сложно работать с меховыми деталями, если мы прошьем все полностью. Теперь нам необходимо соединить детали хвоста с нижними деталями спины. Собственно, таким же образом, как и все детали предыдущие. Берем серединные швы, соединяем их сначала друг с другом. Теперь края деталей соединяем. И эти края с другой стороны тоже. Расправляем меховые детали, убираем мех вовнутрь и при необходимости дополнительно соединяем булавками, чтобы мех не растягивался и не ерзал в разные стороны в процессе сшивания. Вот таким образом. Теперь берем нитку и прошиваем от края до края.
Убираем соединительные булавки. Вот мы пришили деталь хвоста к основной детали спины. Дальше мы будем соединять детали лап с основными деталями тела. Все точно так же, как и в предыдущих случаях. Берем детали лап и присоединяем их мехом вовнутрь к основным деталям. С учетом того, что, опять же, повторюсь, мы будем сейчас прошивать белый мех, использовать будем белую нить. Соединяем края, дополнительно фиксируем. Повторяем на второй детали. И прошиваем белой нитью.
Вот что мы получаем. Откладываем деталь спинки с пришитыми к ней ногами и хвостом в сторону к уже готовым деталям. Кладем детали переда так, чтобы они смотрели с середины друг на друга. Потом берем детали лапок и кладем на них мехом внутрь детали лапок. Таким образом. И соединяем детали лапок с деталями середины переда. Сначала края. Края зафиксировали. Теперь середина детали. Теперь остальную деталь. Заправляем мех вовнутрь. И фиксируем деталь. При необходимости можно подтягивать детали, чтобы они ложились друг на друга равномерно. Вот таким образом. Вторую деталь делаем точно так же. Зафиксировав две детали, прошиваем их.
Вот что у нас получилось. Детали переда с деталями бока лапы. Теперь нам нужно прикрепить крылья к нашим основным деталям. И после этого только мы начнем общую сборку всех деталей. Для этого берем крылья. Крылья у нас должны смотреть в правильные стороны. Кончиками крыла назад. Располагается это вот таким образом. Кончики крыла смотрят от основной детали тела. Вот так вот. Теперь нам надо присоединить крылья к краям детали тела. Снимаем лишний мех, чтобы он нам не мешал. И вот таким образом, накладывая, присоединяем одну деталь к другой детали. Крылья черного цвета пока что положим в сторону. Все излишки меха убрали. Присоединяем. Присоединяем так же, как и пришивали белые детали глаз к основной детали голове. Находим середину на детали крыла, находим середину на детали, собственно, основной. Совмещаем их. И нам нужно прошить не до конца. Так, чтобы у нас шов не доходил до конца и не закрывал полностью деталь. Соединяем их вот таким образом и соединяем эти детали. Временно фиксируем булавками детали и прошиваем их. Со второй стороны делаем все то же самое. Соединяем детали, фиксируем булавками и прошиваем.
Пришив крылья к основным деталям переда, мы получаем вот это. Все 3 детали соединены между собой. Пока что откладываем их в сторону и возвращаемся к деталям спинки. Нам необходимо прикрепить крылья, детали крыльев к детали спинки. Нам необходимо прикрепить детали крыльев к детали спинки определенным образом. Нам нужно, чтобы крылья смотрели вот таким вот образом, чтобы краюшки крыльев смотрели на деталь спинки. Не как это сделано в обратную сторону на детали переда, а именно вот вовнутрь, чтобы детали крыльев смотрели вовнутрь. Прикреплять мы будем их вот в эти П-образные прорези, таким же образом, как мы пришивали детали глаз к голове. Находим середину на детали крыльев. На детали спинки также вот в этих местах находим приблизительную середину. Отмечаем ее булавкой. Отметили булавкой. Теперь соединяем эти детали друг с другом. Соединяем эти детали друг с другом так, чтобы булавки соединились вместе. И фиксируем дополнительными булавками. Пришивать мы будем по внутренней стороне детали спинки. Для этого, если у вас стерлась маркировочная линия, возобновите ее, потому что нам нужно прошить по маркировочной линии этой детали от одного уголка к другому уголку. Не пришивать всю деталь насквозь, соединяя друг с другом, а именно прошить по маркировочной линии. То же самое, что было на сборке головы. Мы прошиваем по маркировочной линии, соединяя деталь крыла с основной деталью спинки. Одну деталь мы соединили, повторяем все то же самое на второй детали. Соединяем середины, так чтобы булавки смотрели друг на друга. Дополнительно фиксируем булавками. Прошиваем
от одного угла маркировочной линии до другого угла маркировочной линии, не больше и не меньше этого. Вот что у нас должно получиться. Детали крыльев пришиты к основной детали спины. Приступаем к финальной сборке меховых деталей пингвина. Первым этапом нам нужно соединить белые части пингвина, его живот. Все по тому же принципу, по которому мы соединяли предыдущие части. Закалываем булавками с боковых сторон. Расправляем и соединяем булавками дополнительными для временной фиксации. И прошиваем.
После того, как соединили две детали пузика пингвина, приступаем к черным деталям. Нам нужно соединить вместе вот эти два кончика. Сейчас. Нам нужно соединить вместе вот эти два края. Вот один край и второй край. Складываем их лицевой стороной и соединяем вместе. Мы соединили эти две детали. Эти две детали являются передним воротничком пузика пингвина. Теперь мы складываем детали следующим образом. Пузика пингвина, передняя часть, убираем лишний мех и на нее накладываем вот эти две детали таким образом, чтобы середины состыковались, и прикалываем булавками. Вот что должно получиться. Низ детали черный прикладываем к верху детали белый и закалываем. И точно так же, как мы делали на глазах, прокалываем брюшко. Таким же образом. На данном этапе мы будем шить по маркировочной линии, находящейся внутри выкройки. Теперь нам надо прошить по маркировочной линии от угла до угла. У нас вторая сторона меха будет белая. И как в случае с пришиванием задней части лапок к спине пингвина, мы будем использовать белые нитки.
Не забываем затягивать нитки на каждом стежке. Дойдя до угла, проворачиваем выкройку черную и соединяем с дальнейшим краем белой детали. Вот таким вот образом край черной детали должен входить вот в угол прямоугольной детали на белой выкройке. Угол белой детали, вот он находится здесь. Дальше идет прямая линия и часть, куда вшивали крыло. И вот в этот угол белой детали входит край черной детали на выкройке спинки. Дойдя до конца края черной детали, не пришиваем его прям вплотную до конца, оставляем расстояние припуска. Потому что мы сейчас будем выгибать деталь и складывать ее дальше с белой деталью. Поэтому до конца деталь не прошиваем. Оставляем немного для того, чтобы можно было прошить дальше. Здесь находим край, где пришиваются крылья пингвина на белой детали, и край, где пришиваются крылья пингвина на черной детали.
Соединяем их вместе, фиксируем булавкой. И дальше расправляем посередине булавок мех, заправляем вовнутрь, если нужно, подтягиваем и фиксируем дополнительно еще булавкой. Теперь прошиваем от края детали угла до края, где крепятся крылья детали. Прошив до крепления крыльев, делаем закрепку и отрезаем нитку. Отрезаем нитку. Убираем булавки. Уже можно посмотреть, что получится в итоге. А получится вот это. Белая грудка выходит из-за черного оперения. Таким же образом прошиваем обратную сторону. Соединяем края деталей, фиксируем временно булавкой. Край детали черный должен доходить до края детали белой. Вот до этого угла. Соединяем булавкой. Распределяем черную деталь и белую между собой. Прошиваем.
Прошивая эти детали, не доходите до конца, потому что дальше нам надо будет вывернуть бок и прошить еще раз. Все то же самое, как тогда, когда мы вшивали белые части глаз на голове. Выворачиваем, соединяем места стыков крыльев. Фиксируем булавкой. Соединяем детали вместе. Прошиваем. В результате у нас получилась вот такая вот грудка. Теперь соединяем боковые стороны основных деталей. Для этого выворачиваем все наизнанку. Таким образом, крылья тоже должны быть вывернуты. Мы их будем чуть позже сшивать. И фиксируем вот эти моменты. Края, где вшиваются черные крылья, с краями, где вшиваются белые крылья. Фиксируем булавкой. Находим края, где вшиваются части ног пингвина. Соединяем швы. Также фиксируем булавкой. Расправляем середину, заправляем туда мех, чтобы он не вытарчивал вовнутрь, и соединяем временно булавками.
Теперь соединяем концы лап пингвина. Соединяем края с одной стороны, соединяем с другой стороны. Расправляем и соединяем все то, что в середине, заправляя мех вовнутрь. Соединили. Повторяем с обратной стороны. Края деталей, куда пришивались крылья, соединяем друг с другом. Края, куда пришивались части лап, соединяем серединой друг с другом. Расправляем мех, который у нас находится между соединительными булавками. И фиксируем его дополнительными булавками. Края лап соединяем вместе. Расправляем середину и также фиксируем дополнительно булавками. Вот таким образом. Прошиваем одной соединительной линией от края до края крепления крыльев. Или от края крепления крыльев до края соединения деталей лап.
Мы закончили сборку боковых сторон основных деталей. Теперь нам надо вшить донышко, жопку пингвина. Для этого берем подготовленную заранее деталь жопки пингвина, соединяем ее следующим образом. Середина детали со швом белого цвета соединяется с серединой деталей основной белого цвета. Все по аналогии с предыдущими разами соединения. Вот таким образом соединяем. Вот таким образом соединяем. Край белой детали донышка пингвина должен входить в шов прикрепления лапки пингвина. И с другой стороны тоже. Край донышка и шов. Переворачиваем, соединяем хвост, детали хвоста. Серединные швы соединяем друг с другом, фиксируем булавками. Ну а здесь середина детали лапки должна доходить, должен доходить край черной детали. И здесь середина задней детали лапки прикрепляем край черной детали хвоста. Вот так вот. Хоп-хоп. И расправляем детали, чтобы они сошлись друг с другом. Получаем вот такую наколку. Прошиваем. Сшиваем детали вместе.
Низ пингвина мы пришили. Проверяем, чтобы нигде не оставалось булавок. Повторяем. Это необходимо, потому что если у вас останутся булавки, вы вывернете изделие, то достать ее потом будет крайне сложно. Ну и в принципе это может быть довольно-таки опасно. Ею можно уколоться. Теперь нам нужно соединить крылья. Черную часть крыла с белой частью крыла. Соединяем крылья. Соединяем крылья не до конца. После того, как мы каркас пингвина поместим в меховое тельце пингвина, будем до конца соединять крылья. Соединяем крылья булавками. Прошивать крылья мы будем следующим образом. Будем прошивать со стороны переда пингвина крыло до низа, но не до конца. И со стороны спинки крыло будем прошивать вот здесь вот несколько сантиметров. И сверху несколько сантиметров, оставляя 2 открытых окошка в крыле. Прошиваем сверху и донизу.
Прошиваем донизу до изгиба крыла и закрепляем нитку. Теперь от изгиба крыла отступаем буквально сантиметров, ну, с палец расстояние вот так вот, и прошиваем дальше крыло. Получается у нас вот в этом месте на краюшке была сделана закрепка нитки. Здесь у нас будет открытое пространство. И вот отсюда мы начинаем прошивать крыло дальше. Прошиваем мы его не до конца, приблизительно также на расстояние большого пальца. И закрепляем нитку. Таким образом у нас вот в этом месте на краю крыла получился кармашек, откуда будут выходить проволоки, к которым будут крепиться когти пингвина. Также в середине крыла оставляем место и прошиваем от края, где крепится крыло, ну где-то на фалангу также, прошиваем расстояние сверху крыла. В середине расстояния, которое останется, не зашитое, необходимо для того, чтобы наполнить крыло пингвина синтепоном и равномерно распределить синтепон по крылу. Оно будет зашиваться после наполнения пингвина синтепоном. Закрепляем нитку. Убираем временные соединительные булавки. И вот у нас получился здесь такой кармашек. И здесь тоже кармашек. Вот так вот. Таким же образом прошиваем и второе крыло.
Соединили крыло временно булавками. По внутренней части прошиваем до края крыла, от основания крыла до края крыла. По внешней части прошиваем, первый отрезок прошиваем от основания крыла на расстояние большого пальца, и второй отрезок прошиваем внизу, тоже на расстояние большого пальца, оставляя при этом от края шва внутреннего до края шва внешнего небольшое расстояние.
Мы закончили с прошиванием крыльев. Теперь нам следует почистить внутреннюю часть нашего пингвина от кусочков меха, которые насыпались за то время, пока мы его собирали. Чтобы он был внутри чистенький. И будем выворачивать нашего пингвина. Выворачивая, расправляйте внутри швы. И аккуратно выворачиваем крылья. У нас здесь остались отверстия, которые мы ничем не закрывали. И через них аккуратно выворачиваем крылья. Можно воспользоваться фломастером, потому что отверстия небольшие, и поначалу будет сложно пропихнуть крупные меховые крылья через них. Но вытащив хотя бы часть крыла, уже становится легче. Вот таким образом выворачиваем крылья. И здесь у нас получается отверстие, куда будет помещаться каркас крыла. Через это отверстие мы будем заполнять крыло, а вот через это отверстие будут выходить края каркаса, к которым будут крепиться когти. Таким же способом выворачиваем и второе крыло. С помощью карандаша или маркера, желательно, чтобы был довольно-таки крупный предмет, округлый, которым вы будете выворачивать, чтобы не продырявить ткань и не испортить ее. Потому что если вы будете пытаться выворачивать ножницами, то из-за острых концов ножниц вы просто прорвете ткань. И придется переделывать крыло, вырезать новое и перешивать его.
Вот таким образом мы вывернули меховые детали пингвина. У нас должно получиться вот это. Теперь нам осталось пришить голову пингвина к телу пингвина. Но прежде чем мы это сделаем, нам необходимо сделать его брови. Его брови мы будем делать из красного фетра